Вот уже 3 суток Катя Соколова не находила себе места. Несколько дней назад она познакомилась с замечательным парнем, с которым даже обменялась телефонами. Но он по каким-то непонятным причинам ей не звонил. Катю возмущало такое поведение. Ей казалось, что если Иван, так звали молодого человека, взял ее номер телефона, поцеловал в щеку, это что-то да значит. С тех пор, как они расстались, прошло 3 суток. За это время от Ивана не было ни одного сообщения. Решив больше не ждать звонка, Катя набрала сама, но номер Ивана был недоступен. Она зашла в мессенджер, но и там Иван последний раз был 3 дня назад. Тут Катя поняла, что что-то случилось. Она отправилась в то самое полицейское отделение, где когда-то работал этот парень. В отделении полиции она спросила у дежурного, как найти Ивана Порываева. Тот ответил, что Иван тут больше не работает, и как его найти, он не знает. Катя уже шла к выходу, когда другой полицейский окликнул ее. Он спросил, не Катя ли она, и если да, то ей письмо. Сердце девушки сильно застучало. Дрожащими руками она открыла конверт. «Дорогая Катя, если ты читаешь это письмо, значит, я не вернулся. Наверное, я погиб. Я решил узнать, куда пропадают люди, которые попадают внутрь горки пожирателя, и планирую съехать по ней. Если я вернусь, то обязательно приглашу тебя на свидание, потому что ты замечательная. Твой Иван». Вообще-то слово «твой» было зачеркнуто, но Катя решила не обращать на это внимания. Ее Иван отправился в горку пожиратель, и она была намерена сделать все, чтобы его вернуть, если, конечно, горка не съела его. 2 часа спустя Катя стояла на детской площадке. Около ее ног была большая сумка. Горка-пожиратель стояла на том же месте, где и обычно. Выглядела она как типичная горка. Но Катя знала, что на самом деле эта горка – самый настоящий монстр. Девушка поднялась по ступеням вверх. Там она нашла пластырь. Это был тот самый пластырь, который она прилепила Ивану на лоб, когда обрабатывала его раны после драки с горкой-пожирателем. Значит, Иван тут был. Катя спустилась и подошла к горке снизу. Она обследовала края, но никаких следов крови не нашла. Наверное, все-таки Ивану удалось как-то проскочить внутрь горки. Но куда именно? Пришло время узнать это. Девушка достала из сумки автомобильный домкрат, вставила его внутрь горки и стала крутить ручку до тех пор, пока верхний край домкрата не уперся в край трубы. Горка, удивленная находчивостью девушки, перестала изображать обычную горку и открыла глаза, пытаясь понять, что там происходит внизу. Девушка докрутила домкрат и подергала его. Он надежно уперся в края трубы, и горка при всем желании не смогла бы сомкнуть челюсти. Затем Катя достала из сумки табличку, на которой было написано, что горка на ремонте, и прилепила ее на горку липкой лентой. Далее она достала шлем, надела его на голову и поднялась на горку. Пришло время выяснить, куда пропал Иван и что там внутри у монстра. Девушка легла головой вниз, оттолкнулась руками и полетела вниз. Катя все ехала и ехала, а горка не заканчивалась. Как будто она оказалась не внутри горки, а в какой-то бесконечной трубе. В горке было темно. Угол наклона то увеличивался, то уменьшался. Катя ехала то медленно, то быстро. Неожиданно впереди показался просвет. Девушка зажмурилась, вылетела из трубы и упала на что-то мягкое. Она открыла глаза. Вокруг нее был какой-то неизвестный полуразрушенный город. Вверху над ней была труба горки, уходившая куда-то в небо, а под ней куча матрасов, на которых Катя и сидела. Она сняла шлем с головы и поправила волосы. Даже в параллельной реальности она должна была выглядеть на все 100, ведь где-то здесь был Иван. Все вокруг было какого-то синего цвета. Катя подняла глаза и увидела, что солнце в этом мире испускает синее свечение. Прищурившись, она увидела вдалеке фигуру, которая что-то тащила. Катя пригляделась
и поняла, что это Иван. Она побежала к нему, размахивая руками. Увидев Катю, парень побежал ей навстречу. Через минуту парень и девушка обнялись. Иван рассказал ей о том, что если ехать по горке вниз головой, то можно оказаться в параллельной вселенной. Он узнал, что некоторых людей горка съедает, а некоторые проваливаются сюда, но почему так происходит, он не знал. Девушка спросила Ивана, почему он тащит какие-то ящики. Иван показал ей пальцем в небо, и девушка увидела, что высоко над ними висит лестница. И если до нее построить возвышенность, то, наверное, можно выбраться. Девушка спросила, опасно ли в этом мире, но Иван ответил, что все это время он строил помост до лестницы, и мир вокруг не изучал. Катя сказала, что лестница подождет, и они просто обязаны обследовать этот мир горки пожирателя. Взявшись за руки, они пошли в сторону ближайшего дома. Дом, в котором они оказались, был пустым, но кое-где на пыльном полу были видны следы. Как бывший полицейский, Иван предположил, что следы принадлежат одному взрослому и одному ребенку. Парочка последовала за этими следами, и уже совсем скоро они оказались во внутреннем дворике, где сидели дедушка и внучка. Катя вспомнила, что это были те самые дедушка и внучка, которые были сообщниками горки пожирателя. Это именно они заманивали доверчивых горожан внутрь монстра. Она схватила валявшуюся рядом трубу и приготовилась обороняться. Иван схватил кирпич. Дедушка и внучка встали, подняли руки вверх и направились в сторону парня и девушки. Они сказали, что хотят поговорить. Вид у них был несчастный. Катя и Иван переглянулись и согласились выслушать дедушку и внучку. То, что они услышали, очень их удивило. Оказалось, что дедушка и вся его семья, состоящая из сына с женой и двух внуков, недавно переехала в район, в котором жила Катя. Как-то вечером они пошли прогуляться на детской площадке. Сын со своей женой и детьми решили прокатиться с горки. Вся семья забралась наверх, один за другим они соскользнули вниз и пропали. Дедушка несколько часов пытался понять, что произошло с его родными, а потом сам решил съехать вниз и оказался в этом параллельном мире, где встретил всю свою семью, которая никак не могла выбраться наружу. Катя была в шоке. Она спросила, как же им все-таки удалось выбраться. На что внучка рассказала, что они смогли договориться с горкой пожирателем. Горка отпускает девочку и дедушку, которые должны заманивать в горку новых жертв. За это горка обещала позволить вернуться в нормальный мир родителям девочки. Иван спросил, сдержала ли горка обещание. Дедушка грустно кивнул. Горка позволила вернуться в нормальный мир его сыну со своей женой, но не отпускает младшего внука. Дедушка и внучка против своей воли продолжают заманивать в ловушку несчастных людей в надежде выпросить у горки разрешение вернуться наверх с ребенком, которого горка держит в заложниках. Катя обняла девочку и дедушку. Эта история ее очень растрогала. Иван спросил про мир, в котором они находятся. Внучка рассказала, что это мир пожирателей. Она сказала, что все, что вокруг есть, это пожиратели. Катя и Иван присмотрелись внимательнее и увидели, что стул, который стоял во дворе, был с глазами и зубами. Под навесом висела лампочка-пожиратель. Дедушка вывел всю компанию на дорогу и показал на проезжающий мимо поезд-пожиратель, а рядом на парковке стоял автобус-пожиратель. Вещи, которыми люди пользовались в обычной жизни, в этом мире были пожирателями и мечтали попасть в мир людей, чтобы начать охотиться. Дедушка сказал, что пока в мир людей удалось каким-то образом пробраться только горкам, автобусам и поездам, а вот предметам поменьше это сделать сложнее. В это время из-за угла выглянул малыш лет 5. Им оказался тот самый внук, которого горка-пожиратель держала в параллельном мире в качестве заложника. Неожиданно Иван сказал, что у него есть идея. Он спросил, как и где можно поговорить с горкой.
Внучка указала ему на старую телефонную будку. Сняв трубку, в нее можно сказать все, что угодно, и Горка услышит. Главное не подносить трубку слишком близко к уху, так как это трубка-пожиратель. И двери у будки лучше тоже не закрывать, так как это будка-пожиратель. Иван попросил всех ждать его, а сам отправился к телефонной будке, у которой были глаза. Он взял трубку, в верхней части которой были зубы. Катя наблюдала, как Иван о чем-то разговаривает с Горкой по телефону, активно жестикулируя. Как только он повесил трубку, откуда-то сверху опустилась труба Горки и как пылесосом стала засасывать всех в себя. Сначала в трубку залетел дедушка, потом его внуки. Катя почувствовала, как и ее отрывает от земли. Она, что есть силы, сопротивлялась и бежала к Ивану. Она схватила его за руку, хотела, чтобы они вместе полетели в нормальный мир. Но Иван как будто прирос к земле, и силы Горки на него не действовали. Катя держала Ивана за руку. Вихрем воздуха ее подняло вверх и стало засасывать внутрь Горки. Волосы ее растрепались. Иван по-прежнему стоял на земле и не двигался. Глаза влюбленных встретились. Катя поняла, что Иван уговорил Горку отпустить их всех, а сам пообещал остаться в качестве заложника, которого точно будут искать, и Горка получит много новых жертв. «Я люблю тебя», — сказал Иван, глядя Кате в глаза, и отпустил ее руку. Катя с визгом улетела вверх в трубу и через минуту оказалась на той самой детской площадке, где уже бывала неоднократно. Она вскочила и побежала к Горке, наклонилась и громко прокричала: «Я вернусь за тобой, Иван!» И горько заплакала. Дедушка, внучка и внук побежали домой. Наконец-то вся их семья была на свободе. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!